Привет! Ну что, наконец-то на обзоре Funkel AI, наушники, о которых сейчас много говорят, и сегодня мы проверим все как обычно. Проверим качество их звучания, а звучать они должны круто, в них есть поддержка aptX. Проверим работу наушников в режиме гарнитуры в трех разных условиях. Проверим, есть ли прерывание, есть ли задержка звука, проверим их автономность и многое другое. С наушниками я хожу уже где-то 2 недели, ну и мне есть что сказать. Поехали! Театр начинается с вешалки, а наше знакомство с наушниками начинается с коробки. На коробке ничего интересного нет, она сделана из плотного картона, и ощущение, что держишь в руках что-то дорогое. Внутри стандартная комплектация, брошюры, кейс с наушниками, сменные амбушюры, там, кстати, целых 4 насадки, и провод для зарядки. Сзади на кейсе разъем для зарядки microUSB. В 2019 году microUSB достаточно странно наблюдать. Низ кейса сделан из матового пластика, крышка из глянцевого пластика. Вот по крышке есть вопросы. Она ощутимо люфтит, причем люфтит со звуком, то есть скрипит. И за счет того, что она глянцевая, она быстро покрывается царапинами. Наушники, кстати, в кейсе лежат достаточно странно. Слева лежит правый наушник, справа лежит левый наушник. По наушникам в плане сборки вопросов никаких нет. Они весят по 5 грамм каждый. С внешней стороны мы видим сенсорную площадку внутри серебристой каемки. С обратной стороны обозначение левого-правого наушника, контакты для зарядки. Датчика приближения, кстати, в них нет, поэтому когда наушник вытаскиваете из уха, музыка останавливаться не будет. Снизу расположены отверстия для микрофонов, и раз уж мы затронули микрофоны, давайте проверим, как они работают. Так, ну что, проверяем работу Funkel в тихом пространстве, просто в незаведенной машине. И наушники на самом деле отрабатывают отлично. Меня всегда слышали отчетливо. Тут на самом деле больше нечего сказать, потому что разницы при разговоре по телефону или по фанкелам ни собеседники, ни я практически не слышу. Поэтому наушникам смело 5 с минусом можно ставить. И лучше проверим, как они звучат в машине в пути. Так, ну что, едем в машине. Как обычно, кондиционер включен на 3 деления с 4. На фоне играет музыка. Здесь уже чуть хуже, здесь уже слышно фоновые шумы, в данном случае музыку. Но за счет конструкции наушников микрофон достаточно близко к рту, поэтому меня слышно все равно отчетливо. Поэтому здесь наушника можно поставить, ну, я думаю, 3 с плюсом, может быть даже 4 с минусом, а может быть даже и 4. Потому что собеседники меня всегда слышали нормально. Проверяем, как мы работаем мы. Проверяем, как наушники работают на улице. Так, ну что, идем на улицу, идем вдоль дороги, мимо едут машины, есть небольшой ветер. На самом деле на улице уже не все так радужно, потому что как только ветер немного поднимается, наушники уже почти не справляются, меня почти не слышно. Но если ветра нет, то в них можно разговаривать почти так же комфортно, как в машине. Ну что, тут, наверное, на 3 наушники справляются, не больше. Микрофоны мне в принципе понравились. По наушникам достаточно комфортно, можно разговаривать в тихом пространстве и в машине. На улице это делать уже несколько сложнее, особенно когда дует ветер. Но тем не менее звучание вполне сносное. Что касается звука, при первом включении наушников, если ваш телефон поддерживает кодек aptX, нужно скачать приложение Funkel и в настройках включить этот кодек. Я слушал наушники и без кодека, и с ним, и с кодеком наушники звучат реально круто. Куча баса, объемные средние частоты, и с верхами тоже все в порядке. Если кодек выключить, разница небольшая тоже есть. Басов становится меньше, и в целом наушники начинают звучать чуть менее объемно. Поэтому если ваш телефон поддерживает кодек aptX, обязательно включайте его в настройках. И по сути приложение нужно только для включения кодека, потому что потом его можно удалить. Обновление через приложение не приходит. Короче, приложение по сути бесполезное. Наушники сделаны в форме AirPods, немного, правда, отличаются, у них ножка более прилегает к уху, что удобнее. В ушах они держатся плотно, не выпадают. Наушники бывают в белом и в черном цвете, мне, если честно, белый просто больше нравится. Также они бывают на китайском и на английском языке. Я знаю, есть приверженцы английской версии, но по факту они ничем не отличаются. Китайская девушка звучит всего один раз при включении, что, в общем-то, лично мне без разницы. По задержке звука все ожидаемо. В YouTube задержки звука нет. В играх, практически как и у всех беспроводных наушников, задержка примерно полсекунды. Играть не получается.
По поводу прерываний, для меня было достаточно странно. Мой основной телефон Galaxy Note 9, у него Bluetooth 5.0, у наушников тоже. И примерно раз на дню у меня случались прерывания. Примерно по полсекунды. Почему так происходило, объяснить не могу. Я знаю, у многих людей прерываний нет вообще. Возможно, брак наушников. Кейс весит 45 грамм, достаточно легкий, но при этом все равно немного массивный. Сенсорное управление срабатывает довольно корректно. Вот как это происходит. Ну что, проверяем, как реализовано сенсорное управление на фанклах. Сама сенсорная кнопка находится вот здесь, внутри вот этой серебристой каемки, что достаточно удобно, потому что серебристая каемка слегка выпуклая. За счет этого ложных нажатий практически нет. Управление такое. Один раз нажимаем на правый наушник, это плей-пауза. Раз, два, раз, два. Два раза нажимаем на правый наушник, это следующий трек. 3 раза нажимаем на правый наушник, это предыдущий трек. Срабатывает отлично. В 95% случаев фанклы срабатывают, даже, наверное, 99%. Потому что у меня ни разу не было каких-то ложных нажатий. И ни разу не было некорректных нажатий. То есть они всегда понимают, что ты от них хочешь. На левом наушнике, если один раз нажать, это будет сброс звонка или, наоборот, принятие. Сейчас работать не будет. И два раза, если нажмем на левом наушнике, это будет голосовой ассистент. Раз, два. Работает. Давайте еще раз. Раз, два. Работает. В общем, за сенсорное управление фанклом ставим смело 5, потому что они работают практически идеально. По поводу автономности. Производитель заявляет, что фанклы должны проработать до 6,5 часов. По факту получается так. На громкости 80% у меня фанклы работали 5 часов, и в конце осталось 10%. Не совсем то, что заявляет производитель, но в любом случае автономность для Bluetooth наушников рекордная. Поэтому, если для вас автономность в наушниках это самое главное, у фанклов с этим проблем нет. У наушников есть влагозащита IPX5, соответственно в них можно заниматься спортом, не боясь того, что ухо вспреет, вспотеет. Также на кейсе есть индикатор заряда, но информативность у него почти нулевая. Диод загорается только при зарядке или когда наушники кладешь в кейс, и он или горит красным, когда заряд есть, или мигает, когда заряда нет. Соответственно, степень заряда кейса понять невозможно. Еще небольшое объяснение по управлению наушниками. Чтобы выключить наушники вручную, не укладывая в кейс, нужно 3 секунды держать палец на сенсорной панели каждого. А чтобы их включить, 2 секунды держать палец на каждом наушнике. Для сброса к заводским настройкам нужно 6 секунд держать палец на левом выключенном наушнике, пока индикатор на нем не загорится красным и не моргнет 2 раза. Чтобы перейти в режим сопряжения, нужно на включенном левом наушнике задержать палец на 2 секунды, пока индикатор не начнет быстро мигать белым цветом. Ну что, если говорить про соотношение цена-качество, здесь все зависит то, за сколько вы их себе купите. Лично я купил их на JD за $55, это где-то 3600 в переводе на рубли, и за эту цену они офигенные. А те недостатки, которые есть, например, люфтящая крышка кейса, а это фактически единственный недостаток, на это можно закрыть глаза. А нормальная цена наушников $79, ну и даже за эту цену они тоже отличные. В описании прикреплю ссылку, где сейчас наушники стоят $49, но цена постоянно меняется. Поэтому вылавливайте лучшую цену. В комментарии пишите, что еще рассказать про эти наушники и какие наушники, может быть, просто протестировать в следующих видео. Кстати, скоро на канале выйдет обзор наушников Hi-Lo GT1. Это такие конкуренты Redmi AirDots. Так что не переключайтесь. До новых встреч. Пока.